Всем привет, ребята! Я наконец-то снимаю долгожданную распаковку посылки. Это мерч, который пришел мне очень давно, но я добралась только сейчас. Это моя первая покупка из мерча за все 8 месяцев, потому что до этого я ничего не покупала, ничего не заказывала. И также на 3 концертах, которые я была, вообще тоже ничего не покупала. Вот. Все вы уже знаете этого артиста, потому что у меня уже была на канале распаковка толстовки, как раз в декабре. Толстовка отменного качества. Все, она не растянулась за этот год, никак там не скаталась, рисунок никуда не поплыл, не отвалился, резинки вообще не растянулись, все в идеале. Ну, только единственное было то, что капюшон маленький, а все остальное прекрасно. Это мерч Джулиана Лары из собственного сольного проекта LDMV. Ну и также он поет еще Лакримос Профундера. Ну это вы тоже знаете, потому что у меня была распаковка диска. И плюс я также снимала реакцию на их песню. Вот. Я, конечно, прикреплю фотографию, чтобы вы вспомнили, кто это. Сейчас покажу. Это была совместная покупка. Покупка вместе была с Аленой, потому что вы знаете то, что в Россию доставка очень дорогая, как почти одна вещь. И иногда можно сэкономить, и заказав что-то вместе. Заказывали мы в июне, раз там скидка 5%. Но был самый прикол, интересно то, что если бы Алена заказывала, у нее почему-то доставка шла бы дольше и стоило это дороже. Когда я у себя попробовала заказать, у меня вышло это дешевле и плюс быстрее. Не знаю, может быть это связано с тем, что были скачки курса евро, но в общем мы заказали на меня. У Алены была футболка. Я прикреплю фотографию, потому что мне пришлось все равно раскрыть посылку и отправить Алене ее футболку. Я посмотрела футболку, потому что мне было самое интересное. Это был 100% хлопок, плюс все ровные строчки, никаких ниток не торчало. Рисунок пропечатан великолепно. Также он ровный был, там не какие-то там зигзаги или еще что-то. Вот, плюс размер Алене сказал, что он подошел на нее, когда она померила. И она так еще сказала, что у нее футболка после стирки чуть-чуть села. Но это хлопок 100%, естественно, он немножко сядет. Вот, но сама футболка офигенная. И ткань плотная, то, что ничего не просвечивает. И так как это, как всегда, это фирменный пакетик с их сердечками такими прикольными. Вот. Я не знаю, почему, кстати, сердечки, но что-то это связано. И мы помним, что это не сам Джулиан Мерч делает, это то, что есть платформа, которая предоставляет, где можно все заказать. Вот. Пришло в одной упаковке. Я думала, что будет разделено, каждая вещь в отдельном пакете. Один общий, и в каждый чтоб лежало. Но нет, оно лежало вообще не в пакете, просто в этом едином пакете, и все. То есть футболка и моя вещь. Итак, там было несколько бумажек, сейчас скажу, сколько все стоило. Доставка была 16 евро, вы сами понимаете, сейчас это почти целая вещь. А Ленина футболка стоила 19 евро, это было вместе уже со скидкой. Так, я не помню, там что-то около 22, что-то такое вот стоит. И мой мерч — это майка. Я решила заказать майку, потому что у меня их почти нет. Я решила что-то попробовать, плюс мне понравилась картинка. Моя майка стоила 19 евро. Вот. Там это со скидкой, без скидки, она там тоже что-то около 20 с чем-то стоит. И вся сумма у нас вышла 48 евро. Я не считаю копейки. Вот это вместе все с доставкой. И получается доставка в связи, наверное, с коронавирусом. Когда мне толстовка дошла буквально за 2,5 недели. Даже, может, за 2. В этот раз мне дошла, наша вся посылка дошла где-то за 3,5, наверное, вот так. Вот, доставка приходит с Германии. Итак, это вот сама черная майка, потому что я люблю черный цвет, и там, по-моему, она только в единственном цвете. Я не помню, честно. Нет, там есть разные, можно разные выбрать, но мне нравится черный. Я выбрала черный. Вот такой рисунок. Не знаю, мне этот рисунок очень сильно покорил. В плане того, что из-за вот этих полосок я вообще думала, что это будет как ткань,
как обычно бывает картинка, и на нее нашивают вот эти вот разрезы. Я думала, что так, но нет, это просто рисунок. Я сейчас немножко по-другому сниму вам майку, чтобы вы поняли, какая она сама качеством. Но я скажу сразу. Я уже майку эту мерила, и я немножко ее модернизировала. В плане того, что когда я начала ее мерить, у меня постоянно размеры не совпадают. У меня где-то либо между слишком маленькому, и либо это подходит слишком большому. То есть я даже не понимаю, какой мне надо заказать размер, чтобы угадать. У меня вечно такая проблема, когда я заказываю за границей. Я не знаю, почему, как-то, может быть, люди отличаются сильно заграничные от нас. Вот, это в размере М, но я, короче, поняла, что можно было даже поменьше заказать. Почему? Когда я заказала майку, естественно, я померила ее. И сколько я просмотрела, много Инстаграм посмотрела, я хочу увидеть, как это на живых людях смотрится. Для меня это всегда важно понять, как это нормально, ненормально, потому что я так посмотрела шапку, мне не понравилось, как на людях шапка, поэтому я не стала ее заказывать. Вот, и я когда померила, увидела, что да, на фотографии майка смотрится отлично, поэтому я такая, точно я тогда закажу, но причем именно с таким рисунком вообще ни у кого я не нашла. Может быть, я плохо искала. Вот, и получается, я заказала, я ее померила, и у меня слишком получился большой вырез для меня. То есть это неприлично так ходить. Вот, и я решила модернизировать лямки. И вообще я думала, что лямки, конечно, шире будут. Я люблю, когда широкие лямки. Это узкие лямки для меня. Мне не нравятся такие. Вот, поэтому я... И там было такое вот, если сзади смотреть, короче, там, получается, сзади вот сильно вот так вот ткани было оставалось. Если я поднимала наверх майку, там такой кусман, прям целые майки, что можно шить еще что-то. Вот, естественно, я обрезала лямки. После стирки она у меня села, но недостаточно так, как мне хотелось. Она села, наверное, на размер еще. Точно, потому что это размер у меня М, а она села размера S стала. Вот, и получается, она подсела, но мне пришлось ушить лямки все равно, и сейчас она стала как раз мне нормальной. Я, конечно, покажу на себе все. Вот, и сейчас будет другой кадр, как майка выглядит вблизи, какой у нее рисунок. Рисунок, сразу говорю, четкий, офигенный. Все супер. Поэтому вот это только маленькая претензия была, то, что из-за лямок и непонятного моего размера. Все. Итак, вот сама майка. Это вблизи рисунок. Пропечатан очень качественно, и сама краска тоже приятная. Она не линяет. Кстати, вот сами лямки, вот все швы, то, что они действительно отличного качества, все прямо, ничего нет косо, криво. Вот. Это тоже 100% хлопок. Размер у меня М, написано Woman Premium. Вот. И получается производство это Турция. Блин, все равно связан с Турцией. Вот, тут, естественно, ничего нет на русском, как стирает, там все дела, как обычный хлопок. 100% хлопок стираем и все. Вот, так что вот она. Вот фирменный значок Джулиана. Летав тоже. Это, по-моему, что-то связано с альбомом или с песней какой-то, короче, я не знаю. Вот. Также есть такие подвески. Потом много чего еще с этим мерчем есть. Вот, рисунок мне очень нравится. Не знаю, чем привлекает, но это какая-то странная картина, но она то же самое, мне очень нравится. Я хочу рассказать 2 истории, буквально такие быстрые, потому что почему так важно поддерживать артистов. Если у вас есть возможность, то всегда поддерживайте не обязательно там артистов, художников, там видеоблогеров, любыми способами, какими вы можете репостнуть, вы можете рекомендовать друзьям, вы можете также выставлять свои истории, обязательно кто-нибудь все равно посмотрит, кому-нибудь понравится, кто-нибудь подпишется на этого артиста. Я очень хочу, чтобы у Джулиана прибавилась еще аудитория,
в плане того, чтобы больше их знали. Так же самое Кримас Профундера, чтобы тоже больше знали. Я немного сейчас расскажу забавную историю в плане того, что связанную, как я попала на Patreon. У нас вообще не принято в России как-то там прям сильно поддерживать кого-то или платить какие-то деньги, чтобы артиста там как-то, ну, это не делается. Если русские поддерживают, то они поддерживают очень сильно и очень с любовью такой сильной, который, когда артисты всегда приезжают, и потом они всегда в шоке от того, что какая энергетика именно от зала идет, как сильно принимают, и они потом по несколько раз приезжают и могут делать даже большие туры. Мне, конечно, очень хочется, чтобы помимо Питера и Москвы были еще другие города. Потому что не всегда есть возможность, те, кто живет в регионах, ездить в Питер и Москву. Это реально дорого, так же, как мы понимаем артистам, потому что им проще в одном месте, люди сами приедут туда, мы это все прекрасно понимаем. И при этом, почему мы хотим, я хочу на Урале, чтобы больше было фанатов, потому что это всегда есть возможность, что к нам привезут. Таким способом мы добились, чтобы к нам привезли Lord of the Lost, которые мы вообще никогда не думали, что они будут в Екатеринбурге. Это не мой город, но тот город, который мне очень близко доехать на концерты. Мы были просто реально в шоке, когда они к нам приехали. Это все из-за того, что очень сильно просили, плюс появилась фан-база. Плюс также эти всякие самые видео распространения, рекомендации друзьям, то это все работает. Вот также я хочу, чтобы здесь сработало Кримас Профундера и с сольным проектом Джулиана. Вот как я попала на Patreon. Это очень странная история, потому что я познакомилась с Аленой через интернет как раз благодаря лордам и как раз благодаря моему блогу. Она написала мне то, что спасибо за видео, было очень приятно посмотреть. Я теперь знаю, как Дина, там всякие встречи, и мне теперь не страшно. Вот, потом я у нее увидела, что она была на концерте Лакримас. С Лакримас я познакомилась как раз-таки, когда была Мариуна, 2018 год. Там как раз полконцерта пел Роб, и второй концерт пел Джулиан. Но я такая посмотрела, как раз представляли нового вокалиста. Я посмотрела, скачущий парень на сцене, ничего интересного для меня нет. Я посмотрела и забыла. Потом выходит Bleeding Stars. Полностью хорошо я его уже расслушала в сентябре, когда купила диск. Диск я покупала в Германии. Вот. И мне прям сильно запал этот диск в душу, в плане того, что это прям та готика, которая мне нравится. Это немного Расмус, немного Вильвал. Я не сравниваю, но чуть-чуть похоже. И все, и мне, очень сильно понравилось. А потом Алена увидела, что она сходила на концерт. Естественно, я у нее спросила, что да как. Потом мне Алена начала рассказывать то, что у Джулиана есть свой сольный проект. Мы все знаем, когда сольный проект, это очень похоже на основные. То есть, когда я слушаю музыку, я не смотрю там, есть ли сольный проект или еще что-то, я просто слушаю музыку, все, мне остальное даже не интересно. И получается, Алена мне такая рассказывает, что у Джулиана есть свой проект, и я такая, ну и что, мне это не интересно, я там все равно ничего не пойму, я все равно не понимаю, я все равно не знаю английский. Мне достаточно слушать его Кримас, и все. Алена у меня 3 месяца, с сентября по декабрь, она меня обрабатывала, вот там то, что интересно, не скучно, там в закрытом аккаунте проходят всякие стримы, общения там и так далее. Я говорю, Алена, мне это не надо. Но как-то так получилось, что Алена меня все-таки добила этим. Вот, и получается, в январе этого года я попала на Patreon. Честно, я не пожалела. Но были моменты, когда мне хотелось отписаться, мне не нравилось много то, что я потому что не знаю. Там, были такие моменты. Но я думаю, что это у всех есть. В такое, бывает, просто совпадает настроение, и все. Я хотела, несколько раз я точно хотела отписаться, но я не отписалась. Вот, и просто для меня Patreon это я могу использовать эту площадку как в плане поддержания именно артиста, что он может там купить себе новый став, там, не знаю, записать те же самые песни и что-то еще там сделать. Вот именно для меня Patreon так. Я не очень люблю вот эти всякие, когда говорят семья, там, армия, для меня это не нравится, и я не признаю это. Вот так. Вот. Это была такая моя маленькая история, как я попала на Patreon. И также у меня есть мой Patreon. Я очень прошу, если у вас есть возможность, подпишитесь на Patreon. Джулиана, поддержите артиста.
про мой не забывайте. Это моя вторая распаковка, поэтому сильно не судите. Я правда не знаю, как нормально показывать вещи. Сейчас все будет, но помните, я не фэшн-блогер. Еще очень была маленькая история, связанная с его национальностью. Когда я только смотрела, я думала, что он немец. Потом я такая, нет, он похож на финна, потому что вся этот образ Вильвала, там, опять же, Расмус, вся вот эта финская готика, я такая, наверное, фин. Потом, когда мне Алена сказала про мексиканца, я даже расстроилась. Я не знаю почему, но я расстроилась, когда узнала, что он мексиканец. Я такая, нет, это типа неправда, говорит, Даша, не почитай биографию. Вот, все к чему, то, что у меня на канале очень много, оказывается, мексиканцев, я очень прошу, чтобы вы поддержали соотечественника, потому что все таки важно, когда знают на своей родине, это круто. Вот, если возможно, просто хотя бы в социальные сети подпишитесь. Я обязательно оставлю все внизу, все ссылки. Так что вот, такие две были истории. В общем, вот так у меня выглядит майка. Ну, как вы поняли, что я буду ее носить с косухой, либо с джинсовкой, так как у меня погода не позволяет ходить просто так. Потому что у нас пасмурная, там плюс 15, это холодно, поверьте. Когда еще идет дождь, вот. Также мне нравится, почему с этой кожанкой носить, потому что сочетание, опять же, красного идет, и мне нравится вот этот именно красный с черным. Он смотрится великолепно, и она очень, майка вписывается во все образы, и такой образ рокерский. Также можно пойти на концерт, и это будет очень круто. Вот. Всем спасибо за просмотры, за ваши комментарии, лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, на все мои социальные сети. Также я оставлю все социальные сети Джулиан. Тоже проходите, подписывайтесь. Я думаю, у нас все получится. Я люблю, обнимаю вас. До скорой встречи в новом видео.